Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Провязали 9 ряд до конца, выполнили последний. Вот здесь у нас 2 столбика, 6 столбиков, в арку одной воздушной петли 2 столбика с одним накидом, 3 петли между этими столбиками. И теперь просто после последнего этого столбика в третью воздушную петлю подъема мы соединяемся соединительной петлей. Все, таким образом наш 9 ряд завершен. Я вам хочу показать, что вот у меня салфетка, точнее скатерть, она немножечко фалдит. При том, что это я убрал один раппорт. По оригинальной схеме эта салфетка из 8 раппортов. Мы же с вами провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раппортов. То есть вы представьте, если бы здесь еще был один раппорт, она бы вообще вот так бы вся волнами была. Но если вот так руками ее всю, вот я держу, просто растянуть, а она под собственным весом, мы ее еще постираем, она вся растянется, мы ее погладим, то все, я думаю, это не критично. Будет все ровно. Поэтому вяжем дальше. Теперь приступаем к 10 ряду. Нам в этом ряду нужно будет пробраться соединительными петлями. Также в 4 столбик выполняем соединительную петлю во 2 столбик. Теперь в 3 и в 4 столбик. То есть вот мы пропустили 1, 2, 3, и мы сейчас находимся в 4. И вместе с этим столбиком у нас остается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. В предыдущем мы вязали 6, в этом 5. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и дальше вяжем наши столбики. По одному столбику с накидом в каждый столбик. Вместе с воздушными петлями подъема у нас получилось 5 столбиков. Теперь в арку 3 воздушных петель мы выполняем то же самое, как и в предыдущем ряду. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот так. Далее у нас мы вяжем 5 столбиков подряд. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик. То есть у нас по 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И по 3 по краям мы будем пропускать. Теперь выполняем 1 воздушная петля, накид. Вот эти 3 пропустили. И в арку 3 воздушных петель между этими столбиками выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И то же самое. Еще раз 2 столбика с одним накидом. Сюда же. Затем у нас 1 воздушная петля. И мы вяжем наши столбики. 3 пропускаем. То есть вот эти 2 столбика, которые у нас были, мы их, естественно, пропускаем. И вот эти также 3 столбика. 1, 2, 3 пропускаем. И в 4 по счету выполняем столбик с одним накидом. И вяжем по столбику в каждый столбик. В арку 3 петель вяжем 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. 1, 2, 3. И сюда же еще 2 столбика. И потом здесь у нас идут еще 5 столбиков подряд. 3 пропускаем. И в арку этих столбиков, сами столбики пропускаем. В арку 3 петель вяжем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Вот что у нас получается. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 10 ряд до конца, выполнили последние наши 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, 1 воздушную петлю. И теперь
с первым столбиком, в нашем случае в третью воздушную петлю подъема, мы просто соединяемся соединительной петлей. Таким образом, наш 10-й ряд завершен, и вот что у меня получается, то есть скатерть становится еще ровнее, то есть особо тут уже даже ничего не нужно растягивать. Теперь приступаем к 11-му ряду. Начало у нас такое же, нам нужно в 4-й столбик пробраться соединительными петлями. Выполняем соединительную во 2-й столбик, в 3-й и в 4-й столбик. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. И вяжем по одному столбику в каждый из следующих 3 столбиков. То есть у нас было сначала 6, потом 5 мы вязали в предыдущем ряду. В этом ряду мы вяжем уже 4. 1 выполнили, теперь еще 3. Раз, 2 и 3-й столбик. То есть всего 4. В арку из 3 воздушных петель мы также выполняем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же. Теперь выполняем 4 столбика подряд. Раз, 2, 3, 4. И 3 мы, как обычно, пропускаем. Раз, 2, 3 и 4-й столбик. Вот, 3 мы пропускаем. Теперь выполняем. В предыдущем ряду мы вязали 1 воздушную петлю, в этом ряду вяжем 4 воздушные петли. Раз, 2, 3, 4. И в арку между вот этими парами столбиков выполняем то же самое. То есть 2 столбика с одним накидом, 3 петли и 2 столбика. Первый столбик, второй, 3 петли и 2 столбика сюда же. Раз, 2. Теперь опять 4 воздушные. Раз, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем. Вот это все мы дело пропускаем. Еще 3 столбика. Раз, 2, 3 пропускаем. И в 4-й по счету выполняем столбик с накидом. И здесь еще раз, 2, 3. То есть у нас 4 столбика подряд. В арку из 3 воздушных петель мы выполняем также 2 столбика с накидом, 3 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же. Далее у нас идут 4 столбика подряд, 3 столбика пропускаем, выполняем 4 петли и в арку между вот этими парами столбиков мы также вяжем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. По краям теперь у нас здесь 4 петли. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 11 ряд до конца, выполнили последние наши вот эти столбики, 4 воздушные петли. И также соединяемся с первым столбиком, то есть в 3-ю воздушную петлю подъема, просто соединительной петлей. Все, таким образом наш 11 ряд завершен. 12 ряд. Соединительными петлями также пробираемся в 4-й по счету столбик, выполняем соединительную во 2-й, в 3-й и в 4-й. В этом ряду у нас здесь остается 3 столбика. Было 6, 5, 4 и сейчас 3 столбика. Выполняем 3 воздушные, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика подряд с одним накидом. Второй и 3. Теперь выполняем 7 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
что мы раньше в арке вязали по 2 столбика, в этом ряду не будем вязать. Пропускаем эту арку и сразу же вяжем 3 столбика подряд, уже вот тут, в следующей нашей группе. Первый столбик. Второй. И третий столбик с одним накидом. То есть вот что у нас в этом месте получается. Теперь выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вяжем столбик в каждый из вот этих 2 столбиков. То есть вот эти мы 3 столбика, как обычно, пропускаем. Арку 4 петель пропускаем. Вяжем по столбику в каждый столбик. То есть у нас здесь 2 столбика с одним накидом. Теперь накид. В эту арку 3 воздушных петель мы выполняем еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь накид и в каждый из этих 2 столбиков также по одному столбику. То есть мы здесь выполнили 9 столбиков, по 2 по краям, 4 столбика и 5 столбиков в арку. Здесь у нас осталось 3 столбика, в арку мы теперь ничего не вяжем. И между этими группами столбиков у нас 7 воздушных петель. Здесь 5 петель. То есть сейчас после столбика выполняем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем наши 3 столбика. Вот эту арку пропускаем. Вот эти 3 столбика. И в 4-й по счету выполняем столбик с одним накидом. И по столбику с одним накидом еще в каждый из следующих 2 столбиков. То есть всего 3. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И в следующие 3 столбика подряд выполняем по столбику. 1, 2, 3. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем эти 3 столбика, эту арку из 4 петель пропускаем. И здесь вяжем по столбику в каждый столбик, то есть у нас 4 столбика. И в арку из 3 петель мы выполняем 5 столбиков с одним накидом. И вот что у нас здесь получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я провязал 12 ряд до конца, выполнил последние 5 воздушных петель. И теперь мы просто также в 3-ю воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 13 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И вяжем еще 2 столбика с одним накидом. По одному в каждый из следующих 2. То есть у нас в этом ряду также остается вот эти наши 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И в 4-ю воздушную петлю из вот этих 7, то есть 4-я, это у нас она получается ровно посередине. Вот 1, 2, 3. В 4-ю воздушную петлю выполняем столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же петлю. То есть мы в 4-ю петлю из 7 предыдущего ряда провязали 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли между столбиками. Теперь выполняем опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И выполняем наши вот эти 3 столбика. 1, 2, 3. То есть вот в этом месте
Конечно же, можно провязать эти два столбика просто под арку, так будет намного проще. Но если провязывать именно в 4-ю воздушную петлю, то у нас столбики эти вместе, и визуально это выглядит красивее. Если же просто провязать два столбика под арку, то эти столбики будут, ножки будут разъезжаться в разные стороны, и будет, конечно, не такой вот острый угол, как здесь. Но вы можете вязать так, как вам удобнее. Теперь выполняем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. И здесь, в этом месте, мы вот эти арки 5 петель пропускаем. Будем вязать в каждый столбик по одному столбику. У нас здесь 9 столбиков. В каждый столбик по одному столбику. И между всеми столбиками у нас будет по одной воздушной петле. Здесь я сделал 2. Теперь вяжем столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная, накид, столбик в следующий столбик. 1 воздушная, столбик в следующий столбик, 1 воздушная. То есть вяжем просто по одному столбику в каждый столбик и между столбиками по одной воздушной петле. То есть вот что здесь у нас получается. 9 столбиков. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И между всеми столбиками по одной воздушной. После последнего 9 столбика мы выполняем 2 воздушные. 1, 2, накид. Пропускаем арку из 5 петель и вяжем 3 столбика с одним накидом подряд. По одному столбику с одним накидом в каждый из следующих 3 столбиков. Перед нами арка из 7 воздушных. Мы выполняем 3 воздушные, накид, отсчитываем 4-ю воздушную петлю. 1, 2, 3, 4. И в нее выполняем столбик с одним накидом, 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще один столбик с одним накидом сюда же. Вот так. Далее у нас опять 3 воздушные. И вяжем 3 столбика подряд. По одному в каждый из следующих 3. Вот что у нас получается здесь. Тут выполняем после 3 столбиков 2 воздушные. И пошли наши столбики вот эти. Вяжем по одному в каждый столбик. И между столбиками по одной воздушной петле. Вот что у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 13 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли. И теперь также обычным способом в 3-ю воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Ну а я тем временем напоминаю то, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду». Воплощайте свои работы, на которые вас вдохновили мои видео. Обязательно отмечайте меня на фотках своих работ. Ну а я ищу их по хэштегу «Вяжу с Дуду». Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим мастер-классам. Делать скриншоты этих работ и делиться вашими работами в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если есть какие-то вопросы или что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Ну и конечно же, присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был я, Эд. До скорого.